Всем привет! Всего 4 года назад автокомпания Great Wall вывела на рынок свой премиум бренд Way, который сейчас уже готовит к выпуску-продажу семейства автомобилей второго поколения. Для них даже была придумана новая концепция нейминга. Для обозначения авто вместо безликих индексов использованы названия кофейных напитков. Первенцем линейки стал большой кроссовер Way Mocha, презентованный в январе текущего года, обзор которого вы можете посмотреть на нашем канале. А следом за ним автобренд представил компактный Way Macchiato, который призван заменить модель VV5. Ну а теперь обо всем поподробнее. Новый паркетник создан в едином дизайнерском стиле со старшей моделью и даже делит с ней одну модульную платформу Lemon с независимой подвеской сзади и стойками типа McPherson спереди. Сохранен даже фирменный стиль в виде плавника центрального стоп-сигнала, но по размерам Way Macchiato фактически является одноклассником Tiguan. Длина его достигает 4520 мм, ширина насчитывает 1855 мм, а высота составляет 1665 мм. Колесная база остановилась на отметке в 2710 мм. А дорожный просвет превысил 180 мм. На выбор потребителям предложены колеса диаметром на 17 или 18 дюймов. Интерьер двух кофейных кроссоверов тоже сделан по одним лекалам. Инженеры Way, по сути, лишили покупателей традиционной приборной панели. Все Macchiato оснащаются проекционным дисплеем, функцией дополненной реальности, выдающей подсказки, которые виртуально накладываются на дорогу. На небольшом трапециевидном дисплее дублируется только самая необходимая информация. Также можно заменить монитором салонное зеркало заднего вида. В таком случае информация на экран будет выводиться с камеры. Взаимодействовать с машиной можно через 14,6 дюймовый планшет информационно-развлекательного комплекса. Причем касаться экрана не обязательно. Можно воспользоваться россыпью из 16 клавиш, расположенных на мультифункциональном рулевом колесе. Альтернативный вариант использования регулировочной шайбы. Она тоже позволяет производить управление. Традиционными кнопками меняются ключевые настройки климата. Всем Macchiato положена полностью светодиодная оптика, а вот за панорамную крышу, камеры кругового обзора и более крупные 18-дюймовые легкосплавные диски придется доплачивать. Модели Macchiato досталась самая простая версия гибридной системы, не предусматривающая возможности подключения к розетке и только с передним приводом. Под капотом установлен бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и мощностью в 102 лошадиных силы. Электромотор DHT-100 выдает 136 лошадей и 250 ньютон-метра крутящего момента. Совокупная мощность обоих агрегатов достигает 192 лошадиные силы. Литий-ионная тяговая батарейка емкостью всего 1,7 кВт-час расположена под задним диваном. Сколько столь скромная емкость позволит проехать автомобилю без подзарядки, пока неизвестно, но можно предположить, что минимум на 200 км должно хватить. На рынок Way Macchiato выйдет единственной гибридной версии, работающей как в параллельном, так и последовательном режиме, что позволяет система Lemon. При небольшом скоростном режиме вращение колес будет производиться только за счет работы электромотора. При этом бензиновый двигатель в это время будет исполнять роль генератора. При разгоне до 60-65 км в час ДВС с помощью сцепления сможет автоматически подключиться к ведущим колесам, помогая им в движении. Вместо привычной коробки передач в автомобиле установлен двуступенчатый понижающий редуктор с роботизированным механизмом переключения. Переключение с первой на вторую передачу будет происходить на скорости свыше 65 км в час. По заявлению производителя, позже выйдут и более мощные версии с возможностью подзарядки от розетки. Также они будут иметь дополнительный электромотор на задней оси. Планировалось, что Way Macchiato появится в продаже на китайском рынке только к концу весны, однако до сегодняшнего дня это не произошло. За пределами Китая автомобили Way должны появиться грядущей осенью. Начать планируют с Германии. Для России премиальный суббренд Great Wall пока тоже ранее анонсировали, но без указания сроков. Стартовый ценник за автомобиль в Китае составит $19 тысяч за базу. Более дорогая комплектация обойдется в 23 куска. На этом все. Если вам понравилось, буду признателен за лайк и подписку. И чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик. Всех обнял, желаю побольше позитива и до скорого.